Если вы привыкли говорить «я чувствую, что это так» вместо «я знаю, что это так», вы склонны полагаться на интуицию. Мы часто принимаем решения, опираясь на чувства. Например, определяем, влюблены ли мы, правильно ли поступаем в сложной ситуации, повезет ли нам или нет. В этом видео мы расскажем, что интуиция – это не магия и не шестое чувство. Ее советы ненадежнее советов чата GPT. Это всего лишь предсказание, основанное на вероятности. Иногда оно точное, а иногда ошибочное. И станет понятно, почему Уоррен Баффет сказал, что эмоции – величайший враг любого инвестора. Итак, что такое интуиция? Послушайте историю, которая на первый взгляд совсем не связана с этим феноменом. Один начинающий писатель решил написать роман, однако столкнулся с неожиданной преградой – страхом белого листа. Он физически не мог заставить себя продолжать писать, испытывал досаду, злость и страх. Чтобы понять причины этого блока, он спросил себя, чего же он так боится, что в конце концов может произойти дальше, и начал исследовать ожидаемое будущее по кадрам. Вот он просматривает написанное накануне, находит какую-то огреху и лихорадочно принимается ее исправлять. В итоге текст теряет связанность. В этот момент его охватывают досада, злость на себя за то, что он ищет идеальное звучание и зря тратит время. И страх, что с таким подходом он никогда не сможет закончить роман. И тут произошло нечто странное. Возникло стойкое ощущение, что дискомфортные чувства и эмоции, которые он испытывает, садясь за работу, принадлежат не настоящему моменту, а событию, которое произойдет лишь через 5-10 минут. Получается, что он проживает в настоящем досаду, злость и страх, чувства, которые должны появиться только в будущем. В настоящем для них нет места, так как, размышляя логически, неудача еще не произошла. Она наступит только после того, как он начнет править текст. Здесь случилось нечто особенное. Наш неудачливый писатель осознал принцип работы интуиции. Интуиция – это способность человека чувствовать свои будущие эмоции. Будет ли нам страшно или радостно, начнем ли мы действовать или нет. И на их основе заключать, что нас ожидает. Чат GPT – это машина предсказаний. Он не думает и не понимает в человеческом смысле. Его задача на основе огромного количества текстов предсказывать, какое слово или фраза будут следующими. Нейросеть человека действует так же. Она предсказывает будущее, события важные или опасные на основе опыта, и генерирует чувства и эмоции, которые одновременно оценивают будущее и подталкивают человека к действию. Получается, что интуиция – это всего лишь описание будущих событий языком эмоций. Когда предсказанное будущее наступит, если наступит, человек уже полностью мобилизован к действиям. Каждый из нас сталкивался с этим феноменом. Вспомните момент, когда вы заранее почувствовали, что встреча будет неудачной, и она действительно провалилась. Подобные ситуации часто кажутся мистикой, хотя на самом деле это лишь работа мозга, который накопил множество скрытых наблюдений. Тонкие изменения в голосе, выражении лица, неуловимые детали обстановки – все это превращается в прогноз, который мы предчувствуем. Человек идет вперед по жизни, а мозг прогнозирует будущие события и заранее мобилизует его к действиям, создавая, по сути, одежду из эмоций. При наступлении очередного события человек словно облачается в новый костюм из эмоционального состояния и начинает действовать, убегать, просить о помощи, угрожать. А интуиция – это всего лишь способ чувствовать свою будущую одежду. Уоррен Баффет, один из самых известных инвесторов современности, говорил, что величайшие враги инвестора – это эмоции и издержки. По его словам, в бизнесе и инвестициях важно оставаться человеком без эмоций, потому что решения под влиянием чувств чаще всего приводят к ошибкам. И такой совет имеет веские основания. Эмоциональные решения – это решения, основанные на прогнозах, созданных внутренним чатом GPT. Беда в том, что мозг работает далеко не идеально. Прогнозы нейросети основаны не на финансовой грамотности и не на знании будущего, а лишь на прошлом опыте и вероятности. Поэтому ошибки и разочарования неизбежны.
Например, если вы недавно кому-то помогли, нейросеть может создать позитивный прогноз для рискованного вложения, как будто мир награждает вас за доброе сердце. Но в реальности эти события не связаны между собой. Вы много работали над проектом и устали. Мозг может спрогнозировать успех, хотя усилия и труд не гарантируют результата. Вы готовитесь к важной встрече и вспоминаете прошлый провал. Предсказывается новое поражение, хотя это совсем не очевидно. Так появляются ложные надежды и ограничения. Более того, неосознанные прогнозы сложно распознать и понять, к чему они относятся. Предчувствие, что акция вырастет вопреки всему, может опираться на совершенно непричастный прогноз. Например, нейросеть создала образ, где окружающие восхищаются вашей прозорливостью, и вызванную этим радость вы ошибочно принимаете за уверенность в успехе. С другой стороны, нейросеть оценивает события по множеству параметров, поэтому помощь интуиции может быть очень ценной. Например, инвестор может почувствовать тревогу и внезапно отказаться от сделки, хотя на бумаге все выглядит идеально. Через несколько дней выходит негативный отчет компании и цена акций падает. Это решение было принято потому, что его мозг уловил множество мелких сигналов. Тон статей в прессе, сомнительные детали в интервью руководства, слабые колебания рынка – все это сложилось в предчувствие. Интересно, что именно такие редкие удачи и становятся главным препятствием для трезвого отношения к интуиции. Так доверять интуиции или нет? Наш ответ таков. Согласитесь, что гораздо правильнее сначала понять совет, а только потом ему следовать или не следовать. Поэтому прежде чем слушать интуицию, полезно прояснить свое будущее в контексте прошлых событий и найти, что именно прогнозируется и на основе какого опыта. То есть можно поступить как наш незадачливый писатель, покадрово прояснить свое будущее вопросом, что может быть потом, удерживая чувства и эмоции в зоне внимания. Важно давать ответы в виде образов и ситуаций, потому что нейросеть работает не со словами, а с мысленными картинками разной четкости. Например, на вопрос, что может быть потом, правильно отвечать не общей фразой «допустим, я потеряю вложение», а конкретным образом. Я сижу на скамейке и понимаю, что возвращаться домой стыдно. На каком-то этапе вы осознаете само предсказание. Также полезен вопрос, откуда я знаю, что это произойдет. Он помогает найти похожие события в прошлом, на основе которых и был создан прогноз. А еще заметить мелкие детали наблюдения, которые стали его причиной. Идея о том, что мозг – это машина предсказаний, позволяет не только исследовать свою интуицию и проверять на прочность ее советы. Она помогает справляться со многими психологическими трудностями, чему и посвящен наш проект. Подписывайтесь на канал, интересно будет узнать ваш опыт, когда интуиция подводила вас, а когда наоборот помогала.